Сейчас будет пересказ фильма «Мечтатели». Приятного просмотра. С начала фильма мы видим мальчика по имени Мэтью. Он американец и приехал в Париж, чтобы выучить французский язык. На дворе 1968 год, как показано в фильме, когда между французским правительством и студентами происходили беспорядки. Однажды некоторые студенты протестовали. После этого Мэтью впервые встречает Изабель. Изабель говорит, что я видела тебя здесь до того, как ты бродил один и ни с кем не разговаривал. После Мэтью говорит, что приехал из Америки и никого здесь не знает, у него нет друзей, и Изабель знакомит своего брата Тео с Мэтью. Изабель и Тео близнецы, и эти трое очень любят кино. Вот почему между этими людьми возникает дружба. Этим временем прибывает полиция, поэтому все начинают убегать. Возвращаясь домой, эти трое говорят между собой намного больше. Мэтью был очень счастлив, потому что у него наконец появились друзья, Изабель и Тео, которые делятся своей едой с Мэтью. Из-за этого их связь все больше усилилась. После прибытия в отель Мэтью написал письмо своей матери, также рассказал им про Изабель и Тео. На следующее утро звонит Тео, он приглашает ее на ужин в свой дом, и Мэтью удивлен. Увидев их дом, Мэтью встречает свою маму, она очень рада встрече. После Изабель идет знакомить его с своим отцом, ее отец французский писатель. За обеденным столом его отец произносит речь о литературе, поэзии, потом вдохновении, но Мэтью не обращает внимания на нее, потому что он играл с зажигалкой Изабель. Поэтому отец Тео начинает злиться на Мэтью, но Мэтью тоже умен. Он говорит: «Ты когда-нибудь замечал, что скатерть идеально сочетается с этой зажигалкой? Ее форма совпадает с остальными аксессуарами в этой комнате». И особенным образом он извиняется перед отцом Изабель и говорит, что я думаю, что есть сходство во всем в этом мире. Его отец очень впечатлен всеми этими вещами, и он находит Мэтью очень интересным. Он говорит, что я бы хотел, чтобы Тео был таким же. На самом деле между Тео и отцом есть напряженность. Тео полностью занялся политикой, он хочет свободы, поэтому он поддерживает митинг и беспорядки. А его отец спокоен, он любит тишину за обеденным столом. И между отцом и сыном происходит ссора. Мать Тео решает проблему на следующее утро. Они оба собираются пойти поработать на несколько дней, так что он оставляет чек для Тео. И Изабель, они оба просят Мэтью остаться у них дома на ночь, и Тео показывает ему свою комнату. В эту полночь Мэтью идет в уборную, потом возвращается в комнату и видит открытую дверь в комнату Тео. Там Тео и Изабель спали вместе. Они оба были полностью голыми, и Мэтью было странно видеть братьев и сестер в таком состоянии. После он приходит в свою комнату ложиться спать. А на утро мама Тео и папа уходят. После этого Изабель просыпается с Мэтью. Мэтью стыдно видеть его, потому что она была просто в нижнем белье. Изабель обманом заставляет его сказать ему, что он встал рано. И пока он чистил зубы, Изабель начинает касаться его губ. Его губы были очень красными, поэтому Изабель очень любила его. Она берет помаду и наносит им на губы. Видя это, Мэтью быстро уходит оттуда, но Тео останавливает его и раздевается на его глазах. Он начинает купаться, что Мэтью находит очень неловким, и Тео говорит, что наши родители не приедут в течение месяца, так что оставайся с нами. Мэтью смущенно говорит, что ты меня встретил всего 2 дня назад, даже не знаешь меня как следует. Но Тео отвечает на это: я прошу тебя остаться с нами, только для того, чтобы узнать тебя как следует. После Мэтью спрашивает Изабель, есть у тебя какие-нибудь проблемы. Но Изабель говорит, что это моя идея, с которой Мэтью начинает жить. И с этого момента между ним и Тео возник спор о Чарли Чаплине. Затем Изабель успокаивает их и показывает им, как они играют. В эту игру часто играет Тео и Изабель, в которой главная роль – это сцена из старого фильма. Он должен сказать название фильма вперед. Если человек впереди не может ответить, тогда он должен осмелиться. Чтобы Изабель сыграла сцену этого фильма. Этот фильм был очень старым, но затем Мэтью говорит название фильма, из-за которого они оба очень впечатлены. И говорят, что так долго мы оба искали такого друга, как ты, с которым могли бы осмелиться. На самом деле они оба хотят разыграть сцену из старого фильма в реальной жизни. Это их фантазия, что трое друзей участвуют в гонках художественной галереи. Позже все трое сделают одно и то же и побьют свои рекорды, но Мэтью отказывается, потому что если он полицейский, то его депортируют. Но позже он соглашается, что все трое участвуют в гонках, а также побьют старый рекорд. В это время шел дождь. Когда все трое возвращаются домой, они промокли. Тео зовет его в свою комнату, дает ему одежду и начинает переодеваться перед ним. Затем, когда он идет выпить, в его шкафу обнаружатся фотографии, которые он берет с собой Изабель. На нем фото в его нижнем белье Тео. После Тео возвращается с напитком, и в это время приходит Изабель и начинают играть в ту же самую игру, которую она показывает, делая сцену. Но если Тео не может сказать название этого фильма, то она осмелится и просит его начать делать себе приятное на глазах у всех. Увидев фотографию, Тео работает, не протестуя в тот день. Не протестуя в тот день, Тео и Мэтью идут в палату,
И с другой стороны, Мэтью говорит, что у меня также есть две старшие сестры. Эти люди никогда не просили меня делать приятное на глазах у всех. Мэтью говорит, что я видел, как вы оба спите вместе на одной кровати, оба абсолютно голые. В конце концов, что происходит между вами? А затем говорит, что мы оба близнецы. Они были связаны вместе во время рождения. У нас обоих разные тела и мысли. Но мы едины и не можем жить друг без друга. Тогда Тео показывает им обоим, совершая действия, но они оба не могут назвать название фильма. Поэтому Тео также смеет их, что они должны заняться интимной близостью перед ним. Изабель на это соглашается и начинает снимать одежду на глазах у обоих, но Мэтью отказывается. Но когда Изабель заставляет его, он тоже соглашается. Изабель показывает фотографии, которые находятся внутри ее нижнего белья, и видя, что они оба много смеются, они очень близки перед Тео, и Тео начинает готовить в раз такую же фотографию. Мы также видим, что Изабель все еще невинна, что означает, что Тео и Изабель просто спят вместе. Кроме того, что они ничего не делают, Мэтью спрашивает Изабель, узнали ли когда-нибудь твои родители о тебе и Тео. И Изабель говорит, что этого никогда не произойдет, а если произойдет, то я совершу самоубийство. Что означает, что Изабель не хочет, чтобы родители знали о ней. Общество никогда не примет вид братьев и сестер в таком состоянии. Они оба очень любят своих родителей, поэтому они не хотят, чтобы общество сделало это с ними. После Тео прикалывается над Мэтью, идет на кухню, чтобы поесть. Тем временем приходит Тео ложиться рядом с Изабель. Потом Мэтью зовет Тео, потому что он тоже начал считать себя частью Изабель и Тео. Но Тео проясняет, что он и Изабель это одно целое, и никто не может встать между ними. Мэтью просто хороший друг, и всегда будет другом. Через несколько дней все его деньги исчерпаны, которые дал ему отец. Изабель готовит немного еды из того, что осталось, но это было настолько расточительно, что никто не может съесть. После Тео идет и приносит что-то из мусорного бака, из которого падает банан, и все трое делят этот банан и едят его. После все трое делают небольшую работу, чтобы покрыть свои расходы, и однажды, когда они вместе принимали ванну, начинается спор между Тео и Мэтью за то, что американцы тоже ведут войну во Вьетнаме, убивают людей и маленьких детей. Они сжигают свои поля, но Тео не нравится все это, во всем винит американцев. Мэтью говорит, что наш президент вынуждает нас идти на войну. Если вы не пойдете, вас посадят в тюрьму. Все мои друзья ушли на войну, но мне повезло, что я смог сбежать из Америки. Я поступил в этот университет. Мэтью не верит в насилие, он думает, что то же самое может систематически протестовать. Изабель останавливает их обоих и спрашивает Мэтью, ты говоришь, что любишь нас обоих, можешь ли ты привести доказательства этого? Мэтью спрашивает, какие ей нужны доказательства. Тогда эти двое начинают вместе резать все волосы на лобке. Мэтью злится. Он говорит, что вы оба выросли в теле, но в уме вы все еще как ребенки. Вы оба спите вместе, купаетесь вместе, как дети. Это игра для вас обоих. Но вы оба так и никогда не сможете повзрослеть. Он спрашивает Изабель, когда ему ходили на свидание, с каким-нибудь мальчиком, и она говорит, что нет, она никогда не встречалась ни с каким другим парнем, кроме Тео. Мэтью тоже приглашает ее на свидание, и они оба идут ужинать, смотреть ночное шоу, кино с ужином. А после, возвращаясь домой, он обнаружит, что Тео с девушкой в своей комнате. Они начинают сближаться с Изабель, и он расстраивается, услышав его голос. Она ревнует и просит Мэтью выйти из ее комнаты. На следующий день снова Тео и Мэтью поссорились. Тео произнесил речь о революции, потом говорит Мэтью, что ты просто болтаешь и никогда не ходишь и не протестуешь против. Дело никогда не сравнить с разговорами, о таких больших вещах ты должен идти по дороге. Все должны выйти и принять участие в революции. Когда приходит Изабель и отводит их в гостиную, он делал такие палатки, когда был молод, и спал с ней. После все трое спят в палатке. На следующее утро его родители возвращаются. Они видят всех троих, которые голые внутри палатки, но не поднимают их. Отец выписывает им чек и оставляет его на столе. Когда Изабель просыпается, она получает чек. Она понимает, что его мама и папа пришли, и они узнали. После этого Изабель понимает, что она не в состоянии снова встретиться со своими родителями, и она решает, что она покончит жизнь. Затем она выпускает газ и ложится к нему спиной, но в это время внизу происходит революция. Их окно разбивается, и в окно влетает камень. После Мэтью встает и спрашивает, что это за запах. Изабель говорит, что это газ. Потом все трое присоединяются к революции. И теперь он тоже начал бросать камни в полицию. Некоторые из этих людей планировали кидать даже бомбы в полицию. Тео идет вместе с Мэтью и пытается, чтобы остановить его, но Тео не слушает. Изабель тоже идет с ними. Но Мэтью не может участвовать во всем этом, поэтому он убегает в тот день, когда полиция атакует толпу. И на этом фильм заканчивается. Напишите свои мысли в комментарии, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.
Посмотрите также эти видео. Я желаю вам хорошего дня.